Hello, please watch the video to the end. The last step in English. Привет, друзья! Ну что, пришло время поделиться с вами моим прогрессом за 2 месяца обучения в языковой школе на Филиппинах. Школа называется GLC Cebu. И сейчас я вам покажу прям очень подробно, как я училась. И в конце расскажу на английском языке о моем прогрессе. У каждого студента индивидуальное расписание. У меня по моему уровню было 3 групповых класса, вот таких небольших группах проходят занятия, и 4 индивидуальных. Индивидуальные занятия проходят в таких небольших классах, но в принципе было комфортно. Единственное, что я брала с собой подушку, потому что на этих стульях неудобно сидеть долго, на протяжении долгого времени. Урок длится 50 минут. 1 месяц обучения в этой школе вместе с питанием мне выходил примерно 1000 с небольшим долларов. А теперь садитесь поудобнее, я расскажу все подробно. Вчера был мой 2-й день обучения. Было непросто, было больше уроков, 6 уроков, 2 групповых, 4 индивидуальных, они по 50 минут и перерывы 10 минут между ними. Это достаточно сложно, и мы много изучали грамматики, я много не понимала, но когда разговаривали на простые темы, типа там «представьтесь» или что-то в этом роде, это было легко после грамматики. Вот, в целом все хорошо. Я нервничаю, конечно, очень, но продолжаю обучение. Закончился мой 3-й день обучения. Я чувствую огромный прогресс, это удивительно. Но я сегодня целый час разговаривала со своим преподавателем, рассказывала там про свои путешествия, где мы были, в каких странах, где мы жили. И она меня понимала, это удивительно. Я просто в шоке, если честно, потому что мне казалось, что я вообще никак не могу разговаривать. Но сейчас я думаю, что приехать сюда, на Филиппины, изучать язык была хорошая идея. Может быть, в какой-то степени преодолела сейчас свой языковой барьер. Теперь мне осталось только учить новые слова, большую часть слов, которые нужны для общения. Вот, и конструкции, как правильно строить предложения. Этим я и буду заниматься дальше. После первых 4 занятий у меня перерыв на обед. Обед длится час. За это время успеваешь покушать, выбрать что-то на шведском столе. Здесь большой выбор, можно выбрать что-нибудь подходящее. Прошла 1-я неделя обучения моего. На первые пару дней было интересно. На 3-й день прям я почувствовала сильный прогресс. А последний день, пятницу, у меня прям вообще как будто с нового листа все. Ничего не помню. Просто, что было на прошлом уроке, чистота и белый лист, не помню ничего. В общем, подрастроилась немного, но вот сейчас за выходные планирую отдохнуть и в понедельник с новыми силами опять приступлю. Доброе утро! Сегодня у нас утро опять раннее. Я отменила свою учебу на первую половину дня. Мы поехали в иммиграционный центр. Он находится прямо в торговом центре. Начинает работать с 8 утра. Нам нужно продлить визы. Уже прошел месяц с того момента, как мы прилетели на Филиппины. Сегодня ровно месяц. Мы не успели это сделать заранее, потому что были выходные, а до этого мой паспорт был в языковой школе, там оформляли. И, в общем, мы пришли в последний день. Сейчас узнаем, сколько придется заплатить за продление визы еще на месяц. Макс сейчас заполняет документы. Ждем. Ну что, мы продлили свои визы. В общей сложности это заняло где-то 1,5 часа примерно. Сначала мы заполняем заявление, подписываемся на этих заявлениях, отдаем в окошко и ждем, когда нас вызовут. Забирать паспорта, в принципе, Макс мог без меня и без детей. И подавать можно без детей, потому что им не нужно расписываться на заявлении. Вот, стоило это 200 евро на 1 месяц на нашу семью из 4 человек. И продлевали мы в последний день. Они за это берут дополнительно 1000 песо с каждого человека, но, как мы почитали отзывы, они в любом случае всегда берут эти дополнительные 1000 песо. Так что мы пришли в последний день и, в общем-то, все нормально. Продлили еще на месяц. Вот так, сейчас уже прибежала быстренько в школу. Сейчас начнутся мои уроки. Начинается 3-я неделя моего обучения в школе языковой. И я не чувствую уже... После 1-й недели я почувствовала прям сильный прогресс, потому что я начала говорить. Я не выучила больше слов, чем я знала, но я начала использовать те слова, которые я уже знаю, и начала пытаться выражать свои мысли, что я не делала до того, как не поступила в эту школу. 2-ю неделю было сложновато, как будто прогресс замедлился, я чувствую.
Надеюсь, что третью неделю будет лучше. Посмотрим. Сегодня началась 4-я неделя моего обучения в языковой школе. В общем, прогресса такого сильного сейчас я уже не чувствую. Я чувствую наоборот, что мне не хватает очень много слов, я много чего не понимаю, но при этом я понимаю объяснения каких-то уроков на английском языке. Но сказать что-то, объяснить сама я не могу, потому что словарный запас очень маленький. Поняла, что нужно учить слова обязательно. Времена, всякие артикли, инфинитивы, в общем-то, я понимаю, но из-за того, что словарный запас маленький, применить это непонятно как пока. Посмотрим, что будет дальше. Продолжаем обучение. Сегодня началась 6-я неделя моего обучения, и мне очень тяжело почему-то. Сегодня первый день недели, прям хочется сбежать. Такое чувство, что вообще все забыла. Не могу ничего говорить, может, просто сегодня день неудачный. Продолжаю учиться. Сегодня началась последняя моя неделя обучения в языковой школе. Время пролетело очень быстро. Сейчас мне уже не тяжело учиться. Я хожу в школу с удовольствием, но заканчивается мое развлечение, мое обучение. В общем, мне очень понравилось учиться, особенно потому что я наконец имею свое личное время для меня, для того, чтобы учиться, заниматься теми вещами, о которых я давно мечтала. Я очень счастлива, что такая возможность у меня есть сейчас. И, конечно, я рада, что я смогла улучшить свой английский, смогла лучше понимать, смогла говорить хоть как-то. Конечно, это далеко от совершенства. Я не могу сказать, что я счастлива, что я рада тому, как я говорю, но я счастлива, что я говорю. Это уже большой прогресс для меня. Я планирую продолжать изучать английский самостоятельно, возможно, буду брать онлайн-уроки, но главное не останавливаться, потому что стоит только остановиться хотя бы там на 2-4 дня, и все, ты уже начинаешь забывать, если ты не используешь эти слова и выражения. Поэтому очень важно в изучении языка не останавливаться. Вот, спасибо, конечно, большой школе. Я еще отучусь последнюю неделю и расскажу более развернуто про свои впечатления. Мне очень понравилось учиться в школе, особенно групповые классы всегда проходили весело. Появилось много новых друзей, иностранцев. Это очень здорово. Мы обменивались подарочками, когда кто-то выпускался. Это было всегда очень приятно. А сейчас я хочу поделиться с вами на английском языке моим прогрессом. Ну, может быть, для кого-то это покажется слабовато, но для меня это очень круто. Хочу напомнить, что стартовала я практически с нулевого уровня английского языка. И посмотрите, какой прогресс у меня за 2 месяца. Hi, friends! I finished my second month when I study in JLC Language School in Cebu, Philippines. And I need to share with you how my progress. Yes, you wait this one. I can share, but of course when you speak English well, you say she's stupid, she don't make correct sentence, and she speaks slowly and don't know a lot of words. But for me it's very big progress because I can speak. Of course it's not correct, of course I don't know many words, but I can speak, and sometimes I can watch movie or something, maybe YouTube, in English language. It's also important for me, and I can order something in a restaurant or in a shop and ask it's fresh or it's not fresh, how much this one. I can do it. It's also big progress for me. I think when I will be studying more, I can improve my English skill, but now it's also big progress. I'm very happy for that, and I will be studying more, and I extend my study in JLC school, and I will be studying 3 weeks. It's 3 months. I think 3 months is better for study, because after 1 month you feel big progress. After second month
you don't feel big progress, but you also have big progress. But after 3 months, I think it's it's best time it's best time for study English in GLC school. Yes, now that's all. Thank you for subscribe for my channel. Thank you for your likes also. See you. Bye. Thank you.